Вопрос лишь в том, что вы хотите от своей жизни, а потом, что вы готовы для этого сделать. И вот тогда я уже почувствовала некую тоже ответственность о том, что если я буду рассказывать о том, что происходит в моей жизни, те люди, которые сейчас далеко находятся, возможно, в деревнях или еще в каких-то недоступных квартирах, они увидят, что можно жить иначе, что можно жить очень активно. И вот это ощущение свободы, как раз, когда ты долго был лишен этого, когда ты, заперт в своем теле, ты заперт в 4 стенах своей квартиры, и тут появляется свобода. И вот тогда ты понимаешь, насколько вообще вот эти возможности, они ценны. То, что ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет там в будущем. Если ты можешь поехать туда, сделать то, живи. Вот просто здесь и сейчас наслаждайся тем, что ты можешь. Ну и опять же, делись тем, что тебе подарило небо, да, что ты имеешь эту возможность. И вот она пошла как по спирали закручивать вся эта история, что в итоге сейчас я вот так, кто я есть. Потому что я просто начала двигаться. Независимо от того, что с тобой случилось, начинай жить прямо сейчас. И если говорить про смирение, про принятие, тогда его не было абсолютно. Ты понимаешь, что нужно делать. Ты понимаешь, что все это разрабатывается вот таким трудом. Но когда проходит месяц, когда проходит 2 месяца, а потом полгода, а потом проходит год, а потом проходит 2-й год. И ты все тренируешься каждый день, с утра до вечера. Ты пытаешься, пробуешь. И вот это очень такой момент, который проверяет тебя-то вообще, кто ты-то. Потому что я вот в таких тренировках провела около 5 лет. Искусство маленьких шагов, оно вот, мне кажется, там как ничто проявляется, когда ты в себе ставишь небольшие цели и просто дожить до утра, дотерпеть до нового, там перевязки. И такая счастье, такая ценность, которую, правда, многие люди не замечают, когда у тебя просто появляется свобода передвижения. Такой главный перелом внутри случался, что, Наташа, все, вот сейчас нужно жить так. Вот у тебя теперь есть опять твой клуб, в котором ты не можешь быть слабым. И это такое интересное ощущение, что да, я вернулась. Да, я вернулась в вот таком виде. Не хватало денег, я начала находить себе удаленную дополнительную работу, и поэтому я просто сутками начала работать. У меня было до 6 работ в одно время, когда я с утра до ночи просто работала, сидя в одной комнате в 4 стенах, шаг за шагом. Я могу, я хочу, мне нужно зарабатывать. Потому что главная моя цель для того, чтобы человек полностью был самостоятельным, сам себя обеспечивал и создавал себе жизнь, которую он хочет жить. Если у тебя не работают руки, то это означает лишь одно, что ты должен заработать на здоровые руки возле себя. Нету потолка в заработке для людей с инвалидностью, будь то 20, 40, 60, 100 тысяч. Сколько ты хочешь зарабатывать? А потом вопрос, а что ты готов для этого делать? И вот готов ли ты так работать, или ты просто хочешь быть депутатом или каким-то там великим, известным человеком? Господи, как же я хочу жить, пожалуйста, просто оставьте мне жизнь.